Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасия. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Рыжбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Зачем я перевел его на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте по адресу epos-manas.com. Кто хочет, может приобрести там оба варианта моего романа. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии «Манас» с Семетеем. Мною закончен первый том данного романа, и сейчас идет работа над вторым томом. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Нет, повелитель», – поспешно ответил Тукурук. «Ни у кого не повернется язык так вас называть. Трусливый, глупый человек не в состоянии править своим народом десятки лет». Правильно? Я, хан Алоке, который был правителем 46 лет, и приказы которого незамедлительно выполнялись подданными. Я был самым лучшим по уму и хитрости из всех ханов. Но, когда я вчера увидел Манаса, для меня настала темная ночь. Потеряв надежду на землях кыргызов, я остро пожалел о том, что прибыл сюда от народа Исенкана. А ты бушуешь, намереваясь одолеть Манаса. Да, повелитель, прямо ответил Тукурук. Если вы позволите, я отрублю кыргызу голову, подарю ее вам. Я поражен твоими мужественными словами, задумчиво покачал головой Алоке. Если ты так хочешь пойти к Манасу, ступай в мой сад. Он находится там в гостевом шатре, на ханском троне. Вот теперь вы пришли в себя, повелитель, довольно произнес Тукурук. Когда вы начали превозносить Манаса и хныкать, у меня совсем упал дух. Скажите, а рядом с ним есть наши люди? Там находится около 40 наших слуг, криво усмехнулся Алоке. Но ты слишком самонадеян, Тукурук. Послушай меня. Присоединись к нашим работникам. Посмотри на Манаса и приглядись к нему. Если ты уверен в том, что убьешь его, не дав уйти, отруби ему голову, прикончи с ним. Я все сделаю так, как и вы говорите, и уничтожу Манаса, грозно проговорил Тукурук. Ты из-за своей глупости несешь несусветную чушь, богатырь, недовольно проговорил Алоке. Убить Манаса не так-то просто. Охраняющие его 84 богатыря никого не боятся, никого не считают достойным врагом. Каждый из них способен поодиночке прорваться через ряды 100-тысячной армии. Если бы Манас был таким слабаком, то он сумел бы разогнать в разные стороны правителя Алтышара и не завоевал Дангот. Я своими глазами увидел его мужество, когда вместе с ним побывал в своем зверинце. А что там случилось? Ты не знаешь? Тогда слушай меня, ответил Алоке и рассказал Тукуруку о том, что там произошло. Когда Алоке закончил свой рассказ, у Тукурука похолодело сердце. Он растерялся, не зная, что ответить повелителю. Заметив его состояние, хан криво усмехнулся. Теперь ты понял, почему я опасаюсь Манаса, богатырь? Спросил он у Тукурука
стоявшего с вытаращенными глазами. Понял, промямлил богатырь. Если понял, то сожми у себя одно место и перестань разговаривать со мной с высока, угрожающе произнес Алоке. Сходи спокойно в сад и приглядись к Манасу. После этого мы с тобой еще посоветуемся о том, как его извести. Слушаюсь, ответил Тукурук и храбро отправился к Манасу. В это время богатырь вышел из шатра в сад, чтобы погулять, и внезапно столкнулся с Тукуруком. Увидев грозный, мужественный, суровый облик кыргыза, китаец, испуганно крикнув «Лайла Маалу!», бросился бежать назад. «Эй, богатырь, постой!» — крикнул ему пораженный этим Манас. «Иди сюда!» Но Тукурук бежал от него без оглядки. Когда Манас крикнул ему «Стой!», китаец еще больше перепугался. Он увеличил скорость бега, в торопях не заметил лежавший на дороге ветку. С разбегу Тукурук споткнулся об нее, упал головой в канаву. Молясь Богом, дрожа от страха, теряя силы, окровавленный китаец там же отдал Богу душу. Ждавший его с хорошими вестями Алоке, увидев такую печальную смерть богатыря, понял, что его надежды прикончить Манаса полностью рухнули. Теперь его единственное желание заключалось в том, чтобы спасти свою голову и жизнь своего народа. «Я пропал», — в ужасе подумал Алоке. Тукурук, на которого я так надеялся, не смог достичь цели и отрезать голову Манаса. Увидев кыргыза, он испугался. Не зная, что делать, от ужаса Тукурук бросился бежать обратно. Значит, мои предположения верны. Все сведения, изложенные в нашей священной книге, полностью подтвердились. Сейчас никто не может победить Манаса. Стало совершенно ясно, что он обязательно завоюет Бейжин. Поэтому нет никакого резона сражаться с кыргызами и обрекать народ на беспощадное истребление. Надо поговорить с Манасом, найти с ним общий язык и уберечь народ от дальнейших бедствий. Если богатырь позволит, останусь в Андижане. Если он откажется, то тогда перееду в Китай. Там я буду вместе со своим народом, соберусь силами. Когда настанет время, рассчитаюсь с Манасом. Я уничтожу войска кыргызов, вернусь обратно и возвращу себе эти земли. Упавший духом Алоке надел самую лучшую одежду и в сопровождении ближайших 6 вельмож отправился в шатер, где отдыхал Манас. Богатырь с поклоном произнес хан: «Я твой враг, но, несмотря на это, не убивай меня и пощади». «Почему?» — хмуро спросил Манас. «Я со своими войсками не оказал тебе никакого сопротивления», — стал объяснять Алоке, — «ибо я хотел мира». «Ты действительно этого хотел? Или я заставил тебя так поступить?» — сурово спросил Манас. «Надо признать правду, богатырь. Ты заставил меня сдаться, связав по рукам, ногам и опрокинув на землю. У меня нет сил, чтобы сражаться с тобой. Поэтому мне не остается другого выхода, как просить у тебя пощады. Китайцы владели Средней Азией и Андижаном в течение 200 лет. Когда я был ханом, никому не отдал ни пяди земли». «Правду глаголишь, хан. Вы отобрали наши земли, а теперь мы возвратили свою отчизну». «Это верно. В эти дни вы полностью отвоевали свою родину. Если ты позволишь, я останусь жить на земле Андижана. Я обещаю жить мирно, не враждуя с тобой.
коли от тебя не будет такого позволения, уберусь, освояйся. У меня нет никакой возможности сражаться и сопротивляться тебе, проговорил удрученный Алоке, с мольбой глядя на Манаса. «Эй, Алоке!» – произнес богатырь. «Ты почему так стушевался? Почему дрожишь, трусишь и молишь пощадить твою жизнь?» «Я никого не боюсь», – ответил задетый за живое Алоке. «Но ты перестань так прыгать», – садил его Манас. «Я прекрасно вижу, что с тобой происходит. Если будешь так бесноваться и злить меня, то я из равнин широкого Андижана не отпущу ни одного вашего человека живым, и у всех отрежу язык. Прошу прощения за то, что позволил себе лишнего». Богатырь взмолился Локи, в которого душа ушла в пятки. «Давно бы так», — насмешливо рассмеялся богатырь. «И вообще, кто вам, многочисленному китайскому народу, дал право проживать здесь, в Туркестане, на земле моих предков? Мы ходим смирно, не задеваем вас. Перестаньте и вы нападать на нас. Ты понял меня, китаец?» «Понял. Молодец. А теперь поговорим о твоей просьбе остаться в Андижане. Я не против этого, но за это ты отдашь своего старшего сына Боке и Кош-Абыша, сына твоего старшего брата Омбролу. Если не согласишься на это, я жестоко накажу тебя и полностью разрушу твой город». Когда Манас громогласно произнес эти слова, от его сурового вида Алоке и его вельможи задрожали всем телом. «Что за ерунду болтает этот проклятый Бурут?» – подумал опешивший хан. «С какой стати я должен ему отдавать Боке и Абыш? И сейчас его раздавлю, покажу ему Кучкину мать». Сжав кулаки с яростью, Алоке гневно посмотрел на Манаса, но затем, вспомнив свое нынешнее положение и то, что им ни за что не одолеть кыргызов, китаец снова упал в дух. «Как я могу не отдать сыновей?» – горестно подумал Алоке. «Если я откажусь, разозленный Манас истребит мой народ, а меня повесит. Но, согласившись на это, как можно оставить в руках этого кровопийца своего ребенка?» Обдумав все варианты, хан, прежде чем отдать детей Манасу, решил использовать последнюю возможность в виде 400 богатырей, круглосуточно охранявших его дворец. Каждый из них очень сильный, храбрый воин. Возможно, кто-то из них сможет одолеть Манаса, с надеждой подумал Алоке. Если они сумеют каким-то образом убить кыргыза, то мы избавимся от большой беды. Потребовав от Алоке передать детей, Манас подошел к 400 стражникам дворца. Они несказанно удивились грозному виду и мужеству кыргыза. Находившийся среди них рыжий, узкоглазый, рослый, могучий, как бык, Илангу разозлился тому, что его товарищ с открытым восхищением разглядывает Манаса. «Что все так уставились и, разинув рот, смотрят на кыргыза?» – гневно подумал китаец. «Возможно, Манас сильный богатырь, но я ничем не хуже него. Убью Манаса и докажу, что я сильный, храбрый воин». Уязвленный Лангу быстро вскочил с места и ударил подошедшего к нему Манаса палицей. «Молодец, богатырь!» – обрадовался Алоке, увидев это. «Разбей голову этого дьявола, убей его и спаси свой народ. Ты обязательно победишь его». Алоке очень надеялся на победу своего богатыря, но Манас еще раз удивил его. Показав удаль, он схватился за рукоятку палицы китайца. «Я тебе покажу, как надо бить меня», – разгневанно произнес богатырь.
Схватив калмака за правую руку, монах бросил его на землю, как пустой мешок. Когда он упал на землю, голова Илангу раскололась надвое, и он испустил дух. При виде такого печального конца своего товарища остальные богатыри застыли в ужасе. «Все, все!» – чуть не закричал Аллахе. «Не надо никаких других смертей. Не будем больше мериться силами с монасом. Я полностью убедился в том, что на этом свете никто не в состоянии его победить. Мне необходимо оградить богатырей от напрасной смерти». Растерявшись, Аллахе сразу подошел к стражникам. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.